Антонио Тинчинева презента. Мои любители прекрасного, приветствую вас на своем канале. И как вы уже поняли, мы отправляемся не по магазинам, а в культурную столицу. Без магазинов и ресторанов дело, конечно, не обошлось. Питер нас встретил солнышком. Обожаю их подъезды, это экскурс в историю. А вид из окна, где вы еще увидите старую Волгу. А жили мы на Фонтанке 56 в отеле Дягилев. Извините, что не сняла, оставлю ссылку. Одно из сходств с Италией, у них много собак, иногда по две одинаковых. Завтракать мы отправились в Счастье, на Рубинштейна, одно из самых инстаграмных мест. Нужно бронировать даже завтрак. Мы не бронировали, нас пустили так, хотя всех спрашивали о броне. Честно, мне не было вкусно. У нас в отеле, кстати, кофе можно круглосуточно пить, чай тоже. И я не знаю, откуда они взяли эти конфеты, разные причем, все настолько вкусные. От трапезы перейдем к культурной программе, и мы на Большой морской улице в прекрасном, красивейшем здании в особняке Половцова. Вы знаете, попасть сюда было непросто. Все экскурсии были уже забронированы. В связи с ситуацией можно ходить в экскурсиях только по 5 человек. Соответственно, все было занято. Но, посмотрев на наши лица и наше разочарование, девушки сжалились над нами и сказали, что есть небольшая пауза между экскурсиями в определенное время, и они нас пропустили. Просто погулять и посмотреть на это прекрасное место. Здесь проходят и фотосессии, и мероприятия, конечно же, фотосессии какого-то серьезного масштаба. Когда оказываешься в этих залах, погружаешься в то время, и хочется кружиться, как они в своих пышных платьях в то время. Эта красота вызывает только эти воздушные, прекрасные, красивые мысли. Комфортнее всего мне было именно в этой комнате. Это оказалась спальня владелицы этого особняка. Вот она. У меня возник в этом месте только один вопрос. Зачем столько балконов по периметру? Этот мистический потолок меня заворожил. Я очень долго не выходила из этого места. Хоть спальня и небольшая, но здесь невероятно красиво. Камин создает определенный уют. Все комнаты в особняке выполнены в разном стиле, но тем не менее все одинаково красивы. В Питере самые лучшие винтажные магазины. В один из них мы с вами отправляемся. Название подпишу, ссылочку оставлю обязательно внизу под видео. Этот магазин имеет свой стиль, они подстраиваются под общие тенденции. Это мне в них нравится. А посмотрите, какой у них интерьер. Я считаю, они молодцы. Бегу к своему месту силы. Он такой красивый, Исаакиевский собор, и солнце, и небо. Посмотрите, какой был прекрасный день. Да для меня любой день в Питере прекрасен. Насладимся его красотой и величием.
а любая, знаете, абсолютно любая карета превращается в тыкву, если не пообедать. В 2 минутах от Исаки, я его нежно называю Иси, расположился отличный ресторан «Жером». Пицца 4 сыра и польпа, наш любимый осьминог, как воспоминание об Италии. Очень хотелось кушать, но я держалась, все ради вас. На Гороховой улице, ссылку оставлю внизу, вы его найдете. Продолжая экскурс по винтажным магазинам, мы оказались в этом историческом здании, в этих тоннелях на Казанской улице. Магазин Fat Cat. Очень атмосферный. Все висит на веревках и на таких палках. Погружаешься в винтаж, в старину. Но здесь вы можете найти именно базу. Тренчи кожаные, джинсы. Вообще-то на улице ноябрь. Посмотрите, какое сказочное небо. И пусть мне хоть кто-то скажет, что в Питере всегда пасмурно. Не знаю. Я чаще вижу солнечные дни. Целый день мы гуляли, не останавливаясь. Естественно, нам захотелось перекусить ближе к вечеру. Мы зашли в нашу излюбленную сеть Буше, там отличная выпечка, десерты. После 9, кстати, скидка какая-то приличная. А вот это наш любимый десерт, корзиночка португезе. Она точно такая же, очень приближена к той, которую мы пробовали в Португалии. Посмотрите, сколько вкусняшек. Киш, кстати, здесь отличный. Можно торт с собой взять. Их очень много. И вечером во многих, кстати, вот таких заведениях в Питере, я не знаю, как в Москве, я так поздно не кушаю такие вещи. Здесь всегда какая-то приличная скидка. Пока на нее не попадала по понятной причине. Это все для нас двоих, не волнуйтесь. Не одна я это все кушала. Очень тяжелая энергетика, но невероятно красивое здание. А вокруг вас всегда поджидает Петр I, Екатерина и вот такая лошадь. Лично меня они пугают своей навязчивостью, маму веселят. А что вы думаете по этому поводу? Несколько лет назад я попала в этот театр Ленсовета на Владимирской. И теперь это мое любимое место, обязательное к посещению в каждой поездке. У меня даже появился любимый актер Сергей Перегудов. И в этот день мы решили также отметить мамин юбилей. Я ее пригласила в этот ресторан. Здесь подают морепродукты, ее любимые, польпа. Я себе заказала морские гребешки. Единственное разочарование, что гарнир перебивает вкус основного блюда. Очень оригинальные номерки в этом заведении. А львы напоминают о фильме «Приключения итальянцев в России». Они там фигурировали постоянно. Кафе Безена Жуковского и винтажный магазин «Желтая вешалка» нам не понравились. Пирожные сухие, а магазин просто не в нашем стиле. Топает малыш. Я очень люблю здание и архитектуру, и поэтому себя называю билдинг зависимый. Само собой разумеется, что мост, проект, который был тщательно продуман и рассчитан, выдержал празднество, после чего вопросы по ее прочности уже не. Обязательно прокатитесь на катере.
Вот это место как-то связано, по-моему, с казнью. И почему здесь стоят эти метки, может быть, кто-то знает. Многие люди, как вы видели, сидели в открытом пространстве на катере, но я предпочитаю сидеть внутри. По легенде, на третьей ступеньке этой лестницы сидит незримый дух Петербурга. Поприветствуйте его, сняв шляпу, и заходите к нему. Вода, она, конечно, завораживает. И те здания, которые окружают вокруг, ну, не знаю, это просто впечатляюще. Обязательно прокатитесь. Конечно же, лучше это сделать в сезон летом, но мы это сделали и в ноябре в том числе. Солнышко припекало, а мы проплывали Аврору. А это я в отражении. Первые годы строительства замка закреплен норм. В Питере была уже несколько раз, а как разводят мосты, так еще ни разу и не видела. А почему? А потому что еще не была в Питере летом. Дворец был построен еще Петром I при основании Петербурга, но Маленький, уютный итальянский ресторанчик. Здесь, кстати, работает итальянец, шеф-повар. И очень приятно было услышать итальянскую речь и пообщаться. Конечно же, было вкусно. Отличное вино. И без десертов, конечно, тоже не обошлось. Мама в восторге, как видите. Чаще всего в Питер я приезжаю, когда у меня эстетический голод или я просто устала. А мы с вами продолжаем посещать винтажные магазины. Маме очень хотелось купить себе клипсы. Она их смотрела, но когда померила и поняла, что клипсы ей в принципе не идут. А владелицей этого магазина оказалась очень милая девушка. Она нам много рассказала про свои путешествия, про поиск сокровищ. А эти вещи именно сокровища. Я купила себе это пальто а-ля Шанель. Очень красивый шелковый платок. Много всего интересного. Кстати, у нее есть и своя линия одежды. Посмотрите на меня, взъерошенная, но довольная, находившаяся по этим красотам. И, конечно же, я не могу остановиться, и мы продолжаем. И на Владимирской улице находится аутлет мультибрендового магазина «День и ночь». Здесь много всего, но это мое субъективное мнение. Ну, немножко старомодно, честно. Я уверена, что здесь всегда можно что-то найти. Да, но для этого нужно приходить, конечно же, чаще. Возможно, вы что-то найдете, но мне не повезло в этот раз. Ну, единственное, может быть, вот эта прелестная кожаная куртка неплохая, но у меня не было такой цели. Много туфель на высоком каблуке. Моя мама, например, даже машину возит на высоких каблуках. Я ей восхищаюсь, потому что сама я редко их одеваю, потому что я живу в Москве. Очень люблю гулять. Такие милые сумочки. Ну да, вот ботинки, например, можно найти, мои любимые берцы. Еще раз повторюсь. Вот такие экстравагантные. Ну, что-то, видите, ну, вот эти, например, неплохие. Что-то, конечно же, можно найти, но 90% как бы мне показалось, как будто застряли в 90-х. Но я повторюсь, это дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. Увидела это место в одном из влогов Александра Рогова, ну и не могла, естественно, не зайти.
Ну и опять наши излюбленные львы. А почему они? Потому что рядом расположился еще один люксовый комиссионный магазин. Прежде чем что-то вам показывать, а многое в процессе отсеивается, я долгое время слежу, например, в Инстаграм за определенными магазинами. За этим следила долго. Мои выводы. Ценник очень высокий. Для Питера, я считаю, он действительно высокий. Если вы не видели мое предыдущее видео из Москвы про винтажные комиссионные магазины, про маркеты, обязательно посмотрите, и вы поймете, что здесь ценник действительно завышен. Ассортимент, здесь огромный ассортимент, такого я никогда не видела. Здесь много и сумок, и аксессуаров, и бижутерии, и очень много одежды. Ни в одном магазине я такого количества не видела. И, естественно, они устраивают какие-то сезонные распродажи. Но как для меня, это слишком высокие цены. И сколько я следила, чтобы мне что-то захотелось купить, такого не было. А вот в московских магазинах я действительно и купила себе, и что-то присмотрела. Это исключительно мой вкус. Возможно, вам что-то здесь и подойдет, потому что я так поняла, он такой самый крупный. Если вы знаете еще какие-то магазины, конечно, подскажите, я обязательно схожу. Путешествуйте по нашей стране, она прекрасна. Я вам желаю отличных поездок, отличного шопинга и до новых встреч на моем канале.